привет из Мингороды. Бегу, тороплюсь на встречу со своей компанией, с веселой и сплоченной компанией, с которой мы сегодня вновь отправляемся в путешествие. А вот и моя компания показалась. Привет! Привет, сейчас я вас с ними познакомлю. Это Аня, это бабушка этих прекрасных малышей. Это Олеся, мама этих прекрасных малышей, а эти сами малыши. Сашунька, привет! Привет, Сашунька! А это Валина. Валин, привет! Привет! Мы куда с вами сегодня едем? Мы едем в Гослар. В Гослар путешествовать! Поехали! Поехали! Вот сегодня... Привет, моя дорогая, привет, моя красавица! Привет! Шапка у тебя такая красивая сегодня. Вообще ты такая вся симпатяшка. И кошка здесь у тебя, вот это да! Сначала на автобусе мы доехали до города Геттинген, а потом от Геттингена до Гослара мы ехали ЖД поездом. Тысячелетний город Гослар, куда мы и направляемся, обязан своим возникновением открытой в 968 году серебряной жиле и богатым рудным залежам. Гослар занимал важное место в Ганзейском союзе благодаря богатым месторождениям руды. Вот мы уже приехали в сам город, мы здесь первый раз и начинаем свое знакомство с этим городом, начинаем свое путешествие. Первое, что мы увидели, это высокую, толстую каменную стену огромных размеров. Увидели арку, а потом увидели и саму церковь. Эта церковь носит название «Новая церковь». Несмотря на название, она была основана в XII веке и принадлежала Бенедиктинскому монастырю. Здание представляет собой яркий пример средневековой романской архитектуры. Внутри фрески, написанные в XIII веке. Мы увидели на этой оборонной стене лестницу, перила, хотели подняться, но вход закрыт. Рядом с этой церковью находится романтический сад, где мы приятно провели время, совместили завтрак с обедом и тронулись дальше в путь, знакомиться с городом, знакомиться с достопримечательностями Гослара. И вот только вышли мы из арки, увидели вот такой вот памятник, скульптуры такие. Полина не могла понять, почему такие толстые дядя и тетя. Ну и вы сами знаете, когда путешествуешь с детьми, нельзя пройти ни мимо кондитерской, ни мимо булочной, поэтому Полина выбирает сладости себе и своему братику. По одной из узких улочек, любуясь сувенирными магазинами, сувенирами, мы вышли на небольшую площадь, и перед нами, перед нашим взором оказались вот такие красивые фахверные дома. А это мы на рыночной площади. Это центральная историческая площадь Гослара, которая являлась центром города практически с времен ее основания. Вот это дом гильдий, который тоже находится на рыночной площади, а это здание ратуши. Старая ратуша построена была в XII веке в стиле готика, а нынешнее здание ратуши, которое мы видим, было построено в XV веке. Восточное крыло выходит как раз на рыночную площадь и представляет собой готическую аркаду. Одна из самых интересных особенностей ратуши – зал заседаний, который украшен картинами в стиле поздней готики. А это мы видим фонтан. Дальше за фонтаном идет Кайзеренхаус, на фасаде которого установлен карельон. И вот в определенные часы на рыночной площади собирается много туристов. И под звон колоколов и песни горняков открываются створки на фронтоне Кайзеренхаус. И начинается представление. Мы видели это представление и получили массу удовольствия.
В 1992 году рудник Рамельсберг и исторический центр города Гослар были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, о чем говорит вот эта таблица, которую мы увидели на стене ратуши. Вот 1992 год. В центре рыночной площади находится фонтан. Старинный фонтан. Нижняя чаша датируется XII веком. Это крупнейшее бронзовое литье романских времен. А верхний бассейн на 100 лет новее. Наверху мы увидим сейчас фигуру орла. Вот, тело изготовлено в XIII столетии, а корона датируется XVIII веком. Вот такой интересный фонтан. А это хочу показать поближе дом красного цвета. Вот это как раз дом гильдий. Он был построен в 1494 году и принадлежал гильдии купцов и портных. Гослар входил в Ганзейский союз, и гильдия была самой влиятельной в городе. Она пользовалась привилегиями, предоставленными императорами. Это как раз символизирует фигуры монархов на фасаде здания, которые мы видим. Их очень много, они все разные, эти фигуры, и каждая по-своему привлекательная и красивая. Еще мне очень понравилась крыша на этом доме гильдии. Вот как будто сказочно, еще в окошках кружевные белые занавески. Ну, просто прелесть. Вот эти шпили узкие, высокие, и на самом большом мы вновь видим орла. А сразу за рыночной площадью находится рыночная церковь. Вот сейчас мы ее и увидим. Вот это уже рыночная церковь, и когда мы к ней подходили, отчетливо слышали звуки органа. Мы были в Германии во многих городах, были во всех церквах и базиликах, которые встречались на нашем пути. Было очень много органов, каждый по-своему красивый, но никогда не видели музыканта, органиста, человека, который играл. И вот впервые мы слышим живую музыку. Можно себе представить, как это божественно и сказочно звучит. Вот просто ходили, слушали, наслаждались и получали огромное удовольствие. В церкви было немного народу, одни выходили, другие заходили. И вот под эти чарующие звуки любовались, рассматривали саму эту церковь, эти высоченные светлые потолки, своды, окна. Кстати, внутри церкви мы видели 9 средневековых витражей XIII века, аж XIII века. Такая атмосфера внутри церкви. Просто даже не хотелось и выходить из этого здания. Красота! Внутри этой церкви мы еще увидели бронзовую крестильную купель, которая была отлита в 1573 году. Высокие витражи, очень красивые. А вот эта купель, тоже объем ее впечатляет, очень большая купель. И верхняя часть высоко-высоко к потолку поднимается. Помимо витражей, здесь еще можно увидеть и фрески, вот эти фрески, которые относятся к 15 столетию. А мы вышли уже на улицы города.
Улицы есть и узкие, и широкие, и небольшие, и разные. И знаете, что я заметила? Вот во всех городах в Германии, где мы были, везде мы видели реки. Вот через город протекали реки. Большие, мелкие, узкие, широкие. В данном случае узкая речка. Тут и глубины-то особой нет. 5-10 сантиметров от силы. Но дно было выложено досками. Вот первый раз такое вижу. А здесь на горизонте горы Харц. И вот, проходя мимо вдоль этой речки, увидели водяную мельницу, где утоляли жажду голуби. Их было тут так много. Погода была чудесная, было тепло. По-осеннему очень приятно и хорошо. Вот на колесо вода попадает, и колесо крутится, вращается. А установлена эта водяная мельница на фасаде музея. Но мы решили в музей не ходить, а захотелось полюбоваться вот такими уютными уголками города Гослар. Видите, как было тепло, что мужчина, если можно так сказать, на другом берегу реки, поливал цветы в своем цветнике. Вот такой еще укромный уголочек нашли в Госларе. И стоит только поднять голову вверх, вот, пожалуйста, резная красота, резьба по дереву и выкрашена в яркие краски. А вот прошли мимо дома, где поняли, что здесь, в этом доме, жил Гёте в Госларе. И мы вновь выходим на главную площадь города, площадь рыночная. Здесь уже больше народу. Мы очень много ходили по самому городу. Улицы и переулки старого города восхитительные. Здесь можно полюбоваться бесподобно красивыми и фахверными домами 13-16 веков, которые украшены и росписями, и выкрашены в нарядные цвета. И видели вот такой экскурсионный паровозик. А еще мы нашли дом Сименса, вот так он называется. Это одно из самых красивых фахверных зданий Гослара. Дом был построен одноименным купцом в конце 17 века. Дом тоже очень красивый, и крыша тоже такая красивая. Вот такую красоту мы еще в Госларе увидели. И самое интересное – это императорский дворец. Мы нашли его уже в конце нашей поездки, нашего путешествия. Это выдающийся образец средневековой архитектуры, построен в романском стиле. И императорский дворец – это самое большое и лучше всего сохранившееся здание XI века в Германии. В конце 13 столетия великолепный дворец пришел в упадок, но в XIX веке этот комплекс был восстановлен по поручению кайзера Вильгельма I. Здесь перед дворцом одна из скульптур как раз и есть Вильгельм I на коне. Скажу честно, мы так долго уже бродим по городу, наверное, около 4 часов. Очень устали, но такая красота никого не оставит равнодушным. Посмотрите, какой великолепный дворец. Но мы были в понедельник. Вот мы так устали, что я просто присела на ступеньки отдохнуть, а Сашуня отдыхает в коляске. Мы были в понедельник, и этот императорский дворец был закрыт. Так что вовнутрь мы не попали. Но зато с этой площадки, где находится сам императорский дворец, открывается великолепный вид на город. Вот видим 2 башни рыночной церкви. Эти башни имеют высоту 66 метров. Вот на постаменте Вильгельма I видим. И вдалеке горы Харц и вот этот сам великолепный дворец. Но забегая вперед, скажу, что в следующую поездку мы посетили этот дворец и получили массу удовольствия. А сейчас уставшие, но счастливые и довольные,
мы возвращаемся уже домой. Надо сказать, что все это время, которое мы ходили по городу, Саша-то путешествовал в коляске, а Полина ходила с нами за руку. Ой, как она устала. Вот она и спит. Всего доброго, пока.